М. Раз, 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 раз. No es, gracias. Listo. 3 por 2000. No, Seguro. Choques. no, gracias. Так, друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о часто задаваемых вопросах по переезду и реалокации в Аргентине, о том, как мы перелетали, о том, как мы здесь нашли жилье, про еду, кафе, цены, развлечения, лайфхаки. Так, с чего мы начнем? Для поездки в Аргентину важно, ну и реалокации здесь, получение гражданства, важна подготовка документов с собой. Вот. Я не расскажу вам про документы, какие, потому что про это у нас будет отдельный ролик. Вот, после того, как моя жена родит, мы соберемся силами и подготовим полный выпуск о вообще реалокации. Так, первое про перелет, о том, как мы собирались, что важно при перелете. Первое, в аэропорту, с чем мы столкнулись, мы летели из Москвы эфиопскими авиалиниями через, получается, маршрут был следующий, Москва-Эфиопия, у нас там была пересадка, с Эфиопии мы летели до Бразилии, там была дозаправка, из Бразилии уже непосредственно Буэнос-Айрес. Так что с нами случилось на регистрационной стойке, к чему мы не были готовы? Мы слышали про это, вот, но не были готовы. У нас, во-первых, запросили справку о беременности с переводом на английский язык. Вот, у нас ее не было, и нам дали, ну, она у нас была готова на русском языке, но там у нас попросили на английском в 3 экземплярах, и сама авиакомпания предоставила форму, мы ее заполнили. В общем, они нас пропустили. Это первый вопрос, какой был. Второй вопрос – это обратные билеты. Вот, у нас не было обратных билетов, мы их покупали прямо на месте. И наши друзья помогли нам с выкупом. И третье – это бронь отеля. Вот, если будет интересно, я оставлю ссылку на их сайт. Вот, ребята нам очень оперативно помогли. В общем, у них есть такая дополнительная услуга – выкуп билетов. Все, мы это сделали прямо на месте, все этих 3 пункта. И нас пропустили, мы полетели дальше. Не без приключений, конечно. Но у нас есть друзья. До самого прилета в Аргентину никаких эксцессов не было. Просто сам перелет долгий, тяжелый, сразу готовьтесь к этому. Не знаю даже, что вам посоветовать. Он просто был долгий и утомительный. Вот. По прилету в Буэнос-Айрес мы заказали такси. Ну, мы не вышли и заказали такси местное, мы заказали трансфер. Итак, что касается трансфера при прилете в Буэнос-Айрес, мы заказали отдельно человека русскоговорящего. Вот, мы заказали также сразу у него обмен валюты. Не переживайте, здесь вообще обмен валюты, конвертация, это достаточно такое нерискованное дело. Через чат Телеграма пишешь, тебе деньги перевозят. Привезли розетки, переходники на розетки, потому что здесь английская система розеток. А также нам привезли сим-карты. И доставка нам обошлась с аэропорта до квартиры около 40-50 долларов. Вот эти все вещи, которые сим-карты, обмен валюты, розетки, необходимо просить при заказе трансфера. Да, еще хочу добавить, у нас был такой этот казус, так как мы квартиру сами не заказывали, а наши друзья заказывали, мы приехали и вообще не понимали, просто на улице 11 часов ночи, мы стоим возле двери, вообще не знаем, что делать, языка, а у них тут так заведено, что есть специальный замок, в котором есть маленький сейфик, и в котором хранится ключ. Он может быть напротив двери, там через дорогу висеть на какой-нибудь калитке. И в инструкции, когда снимаешь на Airbnb, там хозяин после присылает ее. И ты приходишь, вводишь код, забираешь ключик из сейфа, закрываешь обратно и заходишь в свою квартиру. Целый квест. Мы сначала вообще не поняли, хорошо хоть мы вообще посмотрели, что они нам это сделали, потому что на улице было уже темно, поздно, вот, Буэнос-Айрес уже весь спал.
Про жилье. Летели мы вообще без брони, вот, но так как на регистрационной стойке нас попросили предъявить бронь, мы тут же забронировали на Airbnb. С русской карты у нас это не получилось, мы попросили у друзей, у них есть зарубежные карты. Также можете попросить, в принципе, карточку какого-нибудь друга своего. У меня есть друг дал карту Армении, вот, но банка Арарат, но она мне тоже не помогла. Нельзя было из России платить, вот. Поэтому мы попросили друзей, они нам оплатили жилье, и у нас все получилось. Еще в России мы планировали так, что мы приедем в Аргентину, снимем здесь на недельку на Airbnb, может на 2, и будем искать уже здесь квартиру. Ну, в принципе, все так делают. Мы не за неделю нашли, а за 9 дней. Это реалии переезда. Здесь без всяких фиксов. Вот так мы заехали. Это первый день, первое утро. Сына отвлекаем. Ни еды, ничего. Только вот ноутбук. Смотрим ребят, которые здесь уже. И вот готовимся к первому выходу. Очень большой выход. Выход в свет. Здесь все немножко необычно для нас. От розеток, их мало тут очень, до таких ставней. Ну и в общем тут туалет совсем другой, душ какой-то маленький. В общем, обустраиваемся. Сейчас пойдем позавтракаем. Второй важный вопрос, естественно, который касается нас каждый день. Вот, это еда дома, продукты, какие они здесь по качеству, сколько стоят. Что касается цен, они на порядок ниже, вот, но не настолько, сколько вот прям в 2 раза. Ну, к примеру, нам хватает около 35 тысяч, 30 тысяч рублей русских мы тратим на продукты. Наконец-то мы попали в магазин. Блин, он очень большой. Смотри, какие маленькие киви и лаймы. Да, и лимоны маленькие. там даже эти есть маленькие авокадо, такие мягенькие. О, мы не всегда кушаем в ресторанах, потому что, ну, так как мы люди, привыкшие питаться дома, мы часто покупаем продукты. Мы любим иногда позавтракать, так как мы любим, это яичница. Мы пристрастились к авокадо, мы его постоянно тут едим. Там яичница с авокадо, там, тосты, за круассанами можем сходить, здесь очень много булочных, вообще пекарней. В 2 кварталах точно будет 1 пекарня. Они здесь прекрасные, они просто шикарно готовят круассаны, медиалунасы, вообще любую выпечку. Аргентинцы прям сладкоежки. Я в первую неделю тоже прям сильно упал на это, потом мне пришлось себя тормозить. Что касается овощей, все есть. Почти на каждом квартале, как и пекарни, есть овощные магазинчики, где, ну, прям большой ассортимент. Все, что вы ели в России, здесь будет. Прекрасное качество продуктов. Нам ни разу не было плохо продуктов, которые здесь есть на полках. Очень интересно, есть овощи, которых у нас нет, и мы их пробуем. Ну, почти все попробовали уже. Подытожу, основные потребности тут не закрыты в виде хобби, развлечений, друзей. Частым выбором вашим здесь будет это позавтракать дома, поужинать в кафе, пойти. Либо наоборот, вы можете на завтрак поискать какое-нибудь заведение, открываются они тут тоже рано. Есть заведение, нам Мартинес понравилось очень, вот, точнее мне, я там работал. Есть зоны для работы. А ужинать вы будете, можете дома, потому что здесь прекрасное мясо, недорогое. Берешь стейк, масло сливочное, специи, травы, все, вот тебе весь ужин готов. И мясо в ресторанах тоже недорогое. Там тоже недорого выходит. Мы втроем едим в районе 8000 песо, делим на 5,5, и это что-то там 1500. Причем мы уходим довольно-таки сытые.
нам на ужин хватает. Что такое? Это как макарошки. Понял? Это как... Паста. Да, ну любит-то пасту, что говорит. Мама, это похоже, творогом, да. Мама, похоже, как пельмени. Идем по сценарию, поехали дальше. Еще людей интересует вопрос, стоит ли переезжать в Аргентину, не имея работы онлайн. Возможно ли здесь жить и работать? Работа есть, но чтобы здесь работать, необходимо знать язык. Это может быть не испанский, ну, потому что навряд ли кто-то из нас вообще в России учит испанский. Это очень редко в таких школах. Без испанского здесь будет сложно работать, но пометочка такая, что здесь люди пытаются помочь всегда. Если не знаешь испанского, они сразу говорят English. Говоришь no English, они говорят I'm from. Говоришь рус, они говорят no, и переходишь на переводчик. Ну, очень много местных знают английский. Поэтому иммигранту тут без онлайн-заработка очень сложно. Русскому человеку здесь будет очень сложно работать, так как зарплата в песо, она на порядок ниже, чем в России. Российской зарплатой $2000 комфортно жить, то здесь таких зарплат не будет у рабочего обычного класса. Здесь в районе 60 тысяч, 50 я посмотрел, это около 280 тысяч песо. Ну, а у вас квартира, в принципе, будет стоить таких денег. Да, и в основном здесь работа — это ручной труд, стройка, ее очень много, сантехника, обслуживание кондиционеров. Это все, что касается именно платонического труда, это вот то, что есть в Аргентине. С целью переезда сюда открыть бизнес, в первую неделю вот тут горишь весь. Нет, такого не будет, потому что это совсем другая культура. Не факт, что те идеи, которые у вас есть, они вообще могут здесь понадобиться. Совсем другой образ жизни у людей. Здесь не нужен шик. Здесь не такая культура, как у нас. Люди привыкли больше к обыденности. Нет ресторанов, как у нас. У нас обычный ресторан, но в него вбухано там десятки миллионов. Здесь ресторан — это обычные столы, простые, все служит там по 5-10 лет. Они могут вынести тарелку разбитую, ну, с побитым сколом. И им на это совсем все равно. Также они могут положить ложку, вилку просто на стол. У нас же в стране это совсем по-другому все. Ложечку, нож положат на салфетку. К этому большой акцент. Здесь нет, к этому очень быстро привыкаешь и не обращаешь на это внимания там уже через неделю-полторы. Также сидишь в кафе или в ресторане, к твоему столу после того, как принесли еду, час, два, три могут вообще не подходить. И это здесь считается нормой. Это не сервис, типа у них плохой сервис. Это другой образ жизни, это другая культура. Люди не парятся по этому поводу. Никто салфеточку к вашему столу подходить и убирать каждые 5 минут не будет. Итак, вот вкратце, с чем столкнулись именно мы, с чем вы столкнетесь, если переедете. Это не нужно романтизировать. Это первую неделю будет так прикольно, интересно, а потом приживаешься и понимаешь, что живешь, и ты в тех условиях, которые тебе необходимо выполнять. Квартира, за нее надо платить, питание, за него нужно платить. Причем из-за того, что ты платишь на 3 месяца вперед, нужно аккумулировать сумму значительную, да, там около 3, 4, 5 тысяч долларов сразу отдавать. У вас еще и в залоге будут лежать какие-то деньги.